Он был кумиром миллионов. Главная звезда сериала «Ветреный». Красивый, талантливый, востребованный. Но внезапно исчез. Без объяснений. Без громких заявлений. Что произошло с Акыном Акыназю? Куда он пропал? И почему даже самые преданные фанаты не слышали о нем месяцами? Правда больнее, чем кажется. И все началось с трагедии, которую он не смог пережить. Он родился в Анкаре, в семье балерины и актера старой школы. Но сам выбрал другой путь математика. Уехал в Америку, поступил в университет. Казалось, все решено. Четкое будущее. Спокойная жизнь. Но внутри что-то не давало покоя. Он вернулся в Турцию и стал учиться актерству. С нуля. Без связей. Без громких обещаний. В 2019 году судьба меняется. Он становится Мираном в сериале «Ветреный». Именно там зрители увидели его настоящим. Глубокий взгляд. Внутренняя боль. Сила и слабость в одном теле. Он стал кумиром. Его фото на обложках. Его имя на слуху. Он сиял. И казалось, все только начинается. Но за этим светом уже ползла тень. На пике славы Акын казался несокрушимым. Улыбки на публике, фанаты, признание. Но за кадром начало происходить то, чего никто не видел. Съемки «Ветреного» шли изнурительно. График без передышек. Давление колоссальное. Он не просто играл роль, он жил ею. И это стало ловушкой. Миран поглотил Акына. Появились слухи о напряженности на площадке. Кто-то говорил, что он стал замкнутым. Кто-то, что вспыльчивым. Даже партнеры по сериалу чувствовали, что в нем что-то меняется. Он слишком глубоко ушел в образ. Настолько, что начал терять себя настоящего. И тогда, когда сериал подошел к концу, он не бросился в новый проект. Он просто пропал из поля зрения. После завершения сериала он ушел в тишину. Никаких новых проектов, никаких интервью. Фанаты ждали, но он молчал. А потом пришла трагедия. Умерла его мама. Самый близкий человек. Его опора. Его свет. Для Акына это стало не просто потерей. Это был удар, от которого он не смог оправиться. Он закрылся. Замкнулся. Исчез даже из сетей. Он не мог сниматься. Не мог улыбаться. Он впал в глубокую депрессию, о которой не рассказывал публично. Он просто погас. На фоне этой боли разрушилось еще одно его долгие отношения. Девушка, с которой он был рядом несколько лет, ушла. Они не выдержали тьмы, которая накрыла его сердце. Один. Внутри пустота. Снаружи молчание. Такого Акына не знал никто. После долгого молчания он все же появился. Новый сериал. Новый образ. Новый шанс. Проект назывался «Тузак». Фанаты вдохнули с облегчением, он вернулся. Но это был уже другой Акын. Уставший. Осторожный. С потухшими глазами. Он старался. Работал. Снова отдал себя роли. Но чудо не повторилось. Рейтинги оказались слабыми. Сюжет не зашел. Актеры не зажглись. Сериал закрыли раньше, чем ожидали. Для него это был удар. Не публичный, внутренний. Он вернулся, но зритель будто не ждал. А может, он и сам еще не был готов. И снова тишина. Снова исчезновение. Снова пустота в глазах того, кто когда-то зажигал экраны. После провала «Тузака» он больше никуда не спешил. Никаких съемок.
Никаких заявлений. Он просто ушел в тень. Иногда выкладывал фото. Улыбка натянутая. Взгляд уставший. Люди писали: «Вернись». Но он молчал. Он начал жить медленно. Уехал за город. Чаще бывал один. Путешествовал. Медитировал. Тренировался. Искал себя среди тишины. Он говорил: «Я не хочу сниматься ради съемок. Я должен почувствовать, что живу внутри роли». Это был уже не тот парень, что мечтал о славе. Это был мужчина, переживший боль. Он никому ничего не доказывал. Он просто восстанавливал свою душу. Время шло. Прошли месяцы тишины, одиночества, внутренней борьбы. И вдруг в сети появляются слухи. Акын читает новые сценарии. Он встречается с режиссерами. Он готов вернуться. Но не сразу. Не в первый попавшийся проект. Фанаты снова оживились. Каждый его пост как знак. Улыбка стала искренней. В глазах появился свет. Не такой, как раньше, но живой. Он сам сказал: «Я больше не хочу быть просто известным. Я хочу быть настоящим». Он не спешит. Он выбирает осторожно. Он ищет ту роль, где не придется притворяться. Где он сможет быть собой. Без маски. Без давления. Пока он в раздумьях. Но он уже не в темноте. Он на пути домой. И, возможно, его лучшее возвращение еще впереди. Иншаллах. Он пережил все. Славу, которой позавидовали бы тысячи. И одиночество, которое не пожелаешь никому. Он поднимался высоко. И падал глубоко. Но остался человеком. Когда умирает мать, мир замирает. Когда теряешь любовь, сердце рвется. Когда публика вдруг отворачивается, остаешься наедине с тишиной. И в этой тишине он не сломался окончательно. Он исчез, чтобы выжить. Он не стал искать новых ролей из страха забыться. Он не стал цепляться за славу. Он стал искать смысл. Возможно, именно поэтому сегодня он не снимается в каждом втором сериале. Он не мелькает на шоу. Он не кричит: «Я здесь». Потому что он уже нашел себя в тишине. Сейчас Акын Акыназю не просто актер. Он человек, который прошел через боль и выбрал жизнь. Он стал зрелее, спокойнее, настоящим. И когда он вернется, а он обязательно вернется, это будет не актер из ветреного. Это будет новый Акын. Сильный, молчаливый, глубокий. Тот, кто не играет, а живет на экране. И, может быть, именно эта пауза сделает его будущую роль самой главной его жизни.